волосы Сиф, или как Тор получил свой молот. Прекрасная жена Тора, Сиф, славилась своими длинными белокурыми волосами. Однажды коварный Локи пробрался ночью в спальню к жене Тора и остриг спящую богиню наголо. Локи еще не успел далеко уйти, как Сиф проснулась и, заметив пропажу своих волос, с громким плачем стала призывать мужа. Тор пришел в ярость. Ни минуты не сомневаясь, он бросился разыскивать завистливого Локи. Довольный своей проделкой, бог коварства спокойно сидел под ветвями мирового дерева, с интересом глядя на забавные прыжки белки Рататоск. И вот неожиданно перед ним появилась могучая фигура сильнейшего из асов. Волосы Тора стояли дыбом, глаза налились кровью, и даже его рыжая борода и та тряслась от бешенства. Его слова звучали словно гром. «Готовься к смерти, Локи!» «Пощади меня, Тор, я исправлю свою вину», — пролепетал испуганный Локи. «Это ложь! Как сможешь ты вернуть Сиф ее волосы?» «Я сейчас же отправлюсь к гному, Тор, ты знаешь, какие удивительные вещи они делают. Гномы сумеют изготовить волосы, и притом из чистого золота. Клянусь тебе в этом». Тор знал, что даже такой отъявленный лгун, как Локи, и тот не осмелится нарушить клятву, а поэтому сдержал свой гнев и отпустил хитрого бога. Довольный тем, что так легко отделался, Локи немедля ни минуты стрелой помчался в страну гномов. Среди этих подземных жителей было немало замечательных мастеров, но особенно славились среди них своим искусством братья Ивальди. Именно к ним и отправился Локи. Услышав его просьбу, братья-гномы обрадовались, ведь им так давно хотелось показать богам свое необыкновенное искусство, и они сейчас же принялись за работу. Не прошло и часа, как волосы для Сиф были готовы. Длинные и густые, они были тоньше паутины, и, что самое удивительное, стоило только их приложить к голове, как они сейчас же к ней прирастали и начинали расти, как настоящие, хоть и были сделаны из золота. Облегченно вздохнув, Локи уже хотел отнести их Тору, но его остановил один из братьев. Гном сообщил, что работа еще не закончена, и Локи придется подождать. Трудолюбивые братья вновь застучали своими молоточками и вскоре изготовили длинное, покрытое чудесной резьбой копье и корабль. Копье называлось Гунгнир. Оно обладало волшебным свойством поражать любую цель, пробивая самые толстые щиты и панцири. А волшебный корабль получил название Скидбладнир, и в какую бы сторону он ни плыл, для него всегда дул попутный ветер. Он был самым большим кораблем в мире, но в то же время он складывался так, как если бы был сделан из обыкновенного холста, и тогда становился таким маленьким, что его можно было заткнуть за пояс или положить за пазуху. Старший из братьев Ивальди сказал, что все эти изделия — подарки богам, и попросил Локи отнести их в Асгард и отдать Одину копье, корабль Фрейру, а волосы Тору. Локи отблагодарил братьев, взял их подарки и отправился в путь.
Он уже почти дошел до границ подземного царства, как вдруг увидел в одной из пещер гнома Брока и его брата Синдри. Ему очень захотелось их подразнить. «Эй вы, горе-мастера!» — закричал он. «Посмотрите-ка сюда, на эти прекрасные вещи, и поучитесь, как надо работать по-настоящему». Гном Синдри был опытный и искусный мастер. Он внимательно осмотрел волосы, корабль и копье, а потом сказал: «Спору нет, они сделаны прекрасно, но я могу смастерить кое-что получше». «Ты просто жалкий хвостун!» — воскликнул Локи. «Чего стоит все твое искусство по сравнению с искусством братьев Ивальди? Я готов биться об заклад и ставлю свою голову против твоей, что тебе никогда не удастся сделать что-нибудь лучше этих волос, корабля и копья». «Ладно», — спокойно отвечал Синдри. «Поспорим на наши головы, и предупреждаю тебя, что свою ты потеряешь, потому что я отрежу ее без жалости. А теперь подожди немного, и ты увидишь, хвостун ли я». С этими словами Синдри вошел в пещеру, где находилась его мастерская, положил в горящий горн кусок золота и приказал своему брату, не переставая, раздувать огонь кузнечными мехами. «Помни, если ты хотя бы на мгновение прервешь свою работу, все будет испорчено», — сказал он Броку и вышел из мастерской. В то же время Локи уже начал раскаиваться в том, что так легкомысленно распорядился своей головой, и решил во что бы то ни стало помешать Синдри ее выиграть. Локи превратился в муху и, усевшись на лицо Броку, стал изо всех сил его щекотать. Брок морщился, тряс головой, но работы не бросал. Вскоре в мастерскую вошел Синдри, и Локи поспешил принять свой обычный вид. Синдри сообщил, что работа окончена. Он подошел к горну и вынул из него золотое кольцо, красивее которого Локи еще никогда не видел. Это кольцо Драупнир. Тому, кто его наденет на палец, оно каждый 9-й день будет приносить еще 8 точно таких же колец. «Сделано неплохо», — сказал Локи. «Но корабль и копье братьев Ивальди сделаны намного лучше». Синдри ничего не ответил. Он положил в горн старую свиную кожу и, повторив наказ брату ни в коем случае не прекращать работы, снова вышел. Локи опять превратился в муху и с еще большей силой принялся кусать и щекотать лоб, щеки и шею Брока. Бедный Брок покраснел, словно рак. Он обливался потом и еле удерживался, чтобы не поднять руку и не прогнать назойливую муху. Наконец, когда его терпение уже почти истощилось, в мастерскую вошел Синдри, и навстречу ему из горна выскочил огромный вепрь с шерстью из чистого золота. «Это вепрь Гулин-Бурсти, Гулин-Бурсти. Он быстр, как восьминогий жеребец Одина, и может нести своего хозяина через леса, моря и горы легко и свободно», — сказал гном. «Вепрь хорош, но копье Гунгнир все-таки лучше». Что еще мог ответить Локи? Синдри промолчал. Он положил в горн большой кусок железа и, попросив своего брата быть особенно внимательным, опять оставил его одного. Чувствуя, что его голова в опасности, Локи под видом мухи еще яростнее набросился на Брока. Он уселся ему прямо на глаз и стал его безжалостно кусать. Брок взвыл от боли.
Не в силах сдерживаться, он бросил работу и схватился за глаз рукой, но в эту минуту в дверях показался Синдри. Он быстро направился к горну и вынул из него тяжелый железный молот. Тот самый знаменитый молот Мьёльнир. Локи уже, как ни в чем не бывало, стоял в углу мастерской. А гном рассказывал о том, что в мире нет ничего, что бы могло выдержать удар этого молота. Поразив цель, он сам возвращается в руки своего хозяина. Скажи-ка теперь, какое из изделий братьев Ивальди может с ним сравниться? «Пойдем лучше к богам», — отвечал смущенный Локи. «И пусть они решат, кто из нас выиграл спор». Синдри охотно согласился. Он взял молот, кольцо и вепря, а Локи — волосы, копье и корабль. Оба отправились в путь. Через несколько часов они пришли к источнику Урт, около которого боги вершили свой суд, и увидели здесь Одина, Фрейра и Тора, сидевших на вершине одного из холмов. Локи передал Одину копье Гунгнир, Фрейру корабль Скидбладнир, а Тору золотые волосы для жены Сиф. Следом к богам подошел Синдри. Он рассказал о споре с Локи и вручил Одину кольцо Драупнир, Фрейру вепря Гулинбурсти, а Тору молот Мьёльнир. Боги быстро посовещались и единодушно признали Мьёльнир лучшим оружием против великанов, а поэтому и лучшим из изделий гномов. Спор решился в пользу Синдри. «Ну, Локи, прощайся со своей головой», — сказал довольный гном. Прежде чем отрезать мне голову, меня нужно сначала поймать. Насмешливо отвечал Локи. А для этого нужно бегать быстрее меня. С этими словами он надел свои крылатые сандалии и, как вихрь, умчался прочь. Это нечестно! Закричал Синдри. Поймай его, Тор! Он проиграл мне свою голову и должен ее отдать. Правда была на стороне Синдри, и Тор немедленно бросился в погоню. Ему нетрудно было поймать беглеца. Тор бежал быстрее Локи, и не прошло получаса, как он вернулся назад, таща за собой упирающегося бога коварства. «Теперь ты от меня не уйдешь!» — радостно воскликнул Синдри, подбегая к беглецу с ножом в руке. «Стой!» — закричал Локи. «Стой! Я проиграл тебе только голову, а не шею. Шея моя, и ты не имеешь права ее трогать». Синдри остановился и задумался. И, наконец, сказал: ты очень хитер и сумел спасти свою голову, потому что отрезать ее, не тронув шеи, я не могу, но ты все же не уйдешь безнаказанно. Сейчас я зашью тебе твой лживый рот, чтобы ты никогда больше не смог хвастаться». С этими словами Синдри достал из кармана шило, проткнул в нескольких местах губы Локи и крепко сшил их ремнями. Но, увы, не успел он еще скрыться из глаз, как Локи уже освободился от ремней, стягивавших рот, и принялся болтать и хвастаться по-прежнему. За это боги на него не сердились. Согласитесь, ведь именно благодаря его болтовне Один получил свое кольцо, Фрейр вепря, а Тор — тот самый знаменитый молот, сделавший его грозой всех великанов. Не сердилась на Локи и Сиф, ведь теперь у нее самые красивые волосы в мире.